Бабуля у меня блогерша. Я сейчас из нее сделаю блогера. Чисто татар. Татар, чисто татар. Русских вообще не могу быть. Он кетчамсмы. Анасын көріп, қызын ал. Нет, русских нету, татары. От Да. хороших мужей Еще. надо рожать Да. побольше детей. Ну, пока берут узбеки, надо замуж выходить. Қарақоңыз, аппағым тоже. Вот в ответ я даю хороший ответ. У меня дети, конечно. Вот теперь такой книжки нету. Котел общий был. Развелась, бабулю соскучились, стою, рыдаю. Один лучше другого, все красавцы. Заловки Змеиные у меня головки. не змеиные. Одна сына так воспитал, наверное. По какому принципу вы выбирали себе невесток? Да, обнималась. Думали, о, Дедушка Мороз пьяный, наверное, пришел. Нация разная была. Почти 4 года встречались. Как он вас вообще покорял? Хапку, много тюльпанов. Ну, раз ты вышла замуж, мама такая или твой отец такой, я прекрасно знала, что так будет. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видеоролике я буду брать интервью у своей бабушки Марзии. С папиной стороны, кому интересно. Снимаю это для того, чтобы предки в будущем видели нашу историю, взять у бабушки интервью досконально, что интересует, как она жила, по каким принципам раньше жили, семейные ценности. Поэтому сейчас мы во всем разберемся. Блогерша, я сейчас из нее сделаю блогера, открою второй канал на ютубе. Будем с ней вести блоги. Первый вопрос: откуда вы родом? Кто ваши родители? Где родились? Да. Я родилась в городе Ангрен, Таш область. Город, страна Узбекистан. Узбекистан, ну, Таш область, город Ангрене. Родилась в 1954 году, 22 июня. Отец узбек по национальности, мама татарка, приезжий, отец с Джизака, мама с Тульской области, с России была. И вот у них судьба так сложилась. Ей надо было вот в Узбекистан, и вот они там сошлись. Прожили они мирно, дружно, друг друга понимали, хоть и нация разная была. То есть гипотетически у нас могут быть родственники дальние, то есть из России, какие-то корни, русские. Да, да. Нет, русских нету, татары. Чисто татары. Чисто татары. Русских вообще не могло быть. Да, чисто татары. Скажите о своих родителях, как они вообще познакомились? Мама тоже, отец взрывником был, шахта номер 9. И мама также работали на шахте, там работали, да. Не на шахте уж, как-то встречались, наверное. Ну, такого уж не было, как сейчас у молодежи. Встречаются, театры, это ходит. Это какой год был? С 27-го года рождения, 12 января. Вот, вчера день рождения было. А мама с 25-го года, 30 апреля. Ну, то есть в каком возрасте они познакомились? 20, наверное. Ну, скажем, 20. 20, да. Отцу, наверное, 22 было, матери 20. Прожили дружно, как-то покладисто, друг друга понимали. Ну, то есть так, да, пару раз повстречались, на улице погуляли, да. и Ну, уже... такого не бывало. Так, сразу женились. пригляделись, как вот наши татары говорят, Узбекистан приехали, узбеков повидали, и они что-то глаз положили на татар. Пока берут узбеки, надо замуж выходить. Вот такая как пословица получилась у нас. Теперь, пожалуйста, расскажите про любовь всей своей жизни. Как вы познакомились, за что вы полюбили его. Первая встреча, какая она была? Вот с бывшим мужем, как теперь его сейчас нету, конечно, уже 22 года. 22 года как нету. Не разводились? Не разводились, даже слова не было про развод. Никогда не обижал, такой тоже был покладистый, семьянин тоже. Ну, работяга. Работал он на разрезе, крановщиком.
А потом в последнее время он заболел. Это не надо, да? Ну ладно. Ну, Так как вы хоть, познакомились-то? ну, Первая познакомились. встреча какая она Ну, была? как-то он вроде бы видел меня. Ну, еще молодая я была, конечно. Это Мгм. 72-й год был. Лето. Я работала уже в садике. Ну вот, ну поселок-то у нас разный был. Мы как-то на другой улице жили, а они на другой он. Ну, где-то он, наверное, меня встречал, где-то видал. А потом вдруг вот у соседки дипломный вечер был. Вот, Дипломный вечер, это что, дискотека? ну, дипломный вечер, обмывали диплом, ну, как Ну, дискотека. Раньше мы дискотека. дискотеку и не знали в то время, в советское время. Ну, клубов Это, не было, да, да, все устраивали праздники. 70-е Да. года. И вот, ну, нас пригласили, сестра, я, соседки были, медучилище вот она кончала. И позвала она 4 парней. Ну вот, в том числе и мой муж был там. И вот среди 40 девушек он выбрал почему-то меня. Не знаю, там все, ну, национальность узбечки были. Это как в Тиндере вот так вот М, листаете, 40 человек да. отобрали и И одну вот, единственную и выбрали. меня он и вот так пригляделся, наверное, подумал, нормальная девка такая. Познакомился, подошел, Ну, подошел, потом мы яхшикыз, вальс танцевали. онгетшамыз. Ойынға тұшамыз, сказал, там и другие были. Они тоже, кто сестру выбрал, но они не поженились, так себе. А Просто этот же потанцевали. ходил по пятам, вот в 72 году, если мы познакомились, 72-й, 73-й, 75 году у нас свадьба состоялась. То Ну, есть сколько лет вы приходили встречались? 4 года, почти 4. 4 года встречались. Я не И вот знала. друг друга Я вот думала год. никогда, ну, бывало, обида какая-то, это, ну, он сильно меня ревновал другим как-то. Восточный мужчина. И вот, ну, и мне это, конечно, не нравилось, обижалась тоже, бывало, что 2-3 дня не разговаривали. Раньше телефонов не было, а я с детского сада поздно возвращалась. С рабочими уезжала, с рабочими приезжала. Он на остановке стоял, ждал меня, встречал иногда. А иногда бывало, что такси как проедет, он бегом в сторону, мы это, жили на горке как-то, вот подниматься тяжело было по переулкам, вот прибегал, задыхаясь, сестра выходила, нету Марзия, нет, я видел на такси, проехала, типа того, мое Это это просто увидел. не сравнится с тем, как сейчас на данный Да. момент современные мужчины такие пишут, И типа, вот, у меня нет времени на то, чтобы тебе написать, а я извини. иное порой оставалась у тети. Работа близкая была, но зима суровая бывала, январь, февраль, далеко было добираться. Ну, с рабочими тоже уезжала, приезжала вот так. А иногда тетка говорила, ну, давай у меня оставь. Ну, и родители, правда, я предупреждал, что остаюсь у тети. Бабуль, за что вы деда полюбили? Да, какие у него были качества? Как он вас вообще покорял? Как-то ухаживал, цветы Ну, дарил о, постоянно. да, он любил сам, вот с дачи, когда приходил, он всегда у нас ранние цветы, это тюльпаны были, вот нес он, правда, в охапку, много тюльпанов нес, ну, раздавал соседям, и по сей день эти соседи вспоминают, вот какой был у Это с меня огорода или муж, что? да, с дачи. А, А все равно вот он оставлял для меня 5 или 3 штук для жены, как будто бы вот всегда он цветами. На день рождения, правда, дарил цветы. Также вот сына так воспитал, наверное. У Сын нас вот мой. поколениями все женщины любят Алишер тоже цветы. вот, тоже так же на все праздники, на день рождения. Повод, не Вот, повод. повод, не повод. Вот насчет Цветочки. этого молодцы мои мальчики. Так что мы
Как вообще воспитать Ше- таких детей? У меня следующий вопрос. Вот, Один ну, лучше другого, все вот, красавцы, вот, да, все помогают, все общаются друг с мои дети, другом. я не знаю, кто, конечно, все своя это как-то говорят, Каракунгус, аппарым тоже. Вперед. Перевод, ну, черный вот это, жук есть черный, и все равно для родителей он белоснежка как. Так же и я думаю. И всем родителям свои дети как-то Все лучше. красавцы. У меня Kana дети, конечно, kitaplarını а, okuduysa, да, вот. Айтинилтимос. И, ага, и одна соседка у меня есть, вот, например, про Алишера, она прям души не чает, говорит, такой умный, такой Соседка. это соседка, да, ну, она Мгм. женщина, да, у нее Женщина. одна дочь, правда, и вот она всегда, как меня увидит, какую книгу вы читали, что вот так воспитала, типа того, умного, хорошего. Наверное, свою дочь Ой, хотела отдать за ну, Алишера. ну, не знаю. Я говорю, теперь такой книжки нету. Я говорю, хоть где ищите, не найдете. Еще вопрос, каким должен быть мужчина? То есть в М, вашем понимании, вот в ваше м, время, какие были, м. вот то, что вот за такого надо выходить, за такого вот не надо выходить. Мужчина должен быть как мужчина. Свою обязанность должен знать. Воспитывал, правда, он детей, и дети слушались его, но больше всего меня, конечно. Он, конечно, с утра уходил на работу, сменная работа бывала, оставался даже сутками он работал крановщиком, и вот тоже на работе его хвалили, такой, где что сломается, он все вот соображал, разбирался в этих запчастей, и Рукастый так такой что мужчина был, такой, да? Все да, по дому да, делал. все и дома делал, где что сломается. Э, Телевизор он ремонтировал, ну, ходил по кишлакам, кто не попросит. Но денег он не брал, без денег. Такой. А я ругалась. Я говорю, вот мелочь там, да, вот это шуруп один, несколько шурупов надо открутить, закрутить, это же на Время, зрение, время, время деньги. тоже. Ну, бери, хоть если дают. Ну, в то время, наверное, и не давали, все знакомые, все эти, родня, ну, как-то ему и неудобно бывало. Вообще, как простодыра был. Ну, какой? Все людям хорошее, хорошее делал. Мужчина должен быть Где-то добрым, да? добрый, да, Простой такой. простой. Насчет денег проблемы у нас не бывало. Это деньги у нас лежали общие. Котел общий был. Вот он зарплату получил, принес, дал. У меня тоже зарплата. У женщин какая зарплата бывала? Я, например, получала 37 500 в то время, вот 70-е, 80-е годы. Садик даже вот трое детей, когда уже были трое детей, даже в садик у меня не хватало. Но брала с общего бюджета, чтобы заплатить за садик, чтобы в долгах не бывало. А кто вот М. распоряжался бюджетом? Муж всегда такой, вот на тебе вот столько, вот это вот детям вот Нет, столько, нет, или, никогда такого не бывало у нас. А, или домашним очагом Да. все-таки вы занимались, а муж просто приносил Большинство деньги? я занималась, да. Одевать, продукты. Он приносил деньги. Вы их Вот тратили. куда надо, что надо, покупаешь. А для дома он сам иной раз это так любил. Любил он покупать что-то для дома. Ковры раньше, паласы были по талонам. Вот где услышат, где талон дают, быстрее, быстрее, давай запишемся, давай возьмем. Для дома он никогда не жалел деньги. Одеваться, правда, он не любил сам, чтобы вот пойти да Как одеться, наш нет. папа. Я ему тоже принесу, примерит, никогда не говорил, не надо. Но вот всегда нравилось ему. А сам, чтоб ходил, да, покупать не покупал. Вы что хотите, вот берите, одевайтесь. Ну, в то время тоже такого изобилия не было. Одевали Так, все, что одевались. все Но одевали. рваными не ходили, слава богу. Питание у нас хорошее было. И с родителями, когда мы жили, не голодовали. Такой вопрос, какой Дети. должна быть женщина? Женщина Ну, в браке, женщина, как предназначение женщины. ой,
Ну, раз ты вышла замуж, значит, надо и мужа сторона как-то оберегать, и по этой линии не выходя. Все правильно решать. Ну, так, чтобы это самое. Мы вот, например, не отделяли. Твоя мама такая или твой отец такой. Нет, мы всегда как-то собирались, если к родителям. Сначала, конечно, к свекрови. Ну, я со свекровкой 2 года пожила. А потом там семья большая была, еще и заловки незамужные, брат, братишка. Поэтому свекровка нам дала добро. Ну, сама последнее добро дать дала, а потом мы нашли квартиру, начала рыдать, плакать. Ой, как я без вас буду, как хорошо было. Ну, со свекровкой у вас были такие, да, хорошие Нет, отношения, свекровка она у меня всегда золотая была. прикрывала. Никогда я поперек ничего я не говорила. Не могла печь лепешки, даже она меня не учила. Но сейчас же свекровки все равно берут с ног, учат чему-то, если не умеют. Вот сейчас молодежь-то большинство на квартирах живут, а если какой-нибудь кишлак или в деревню, все равно по-деревенски надо. В кишлаке тоже надо скотину смотреть, доить надо это, лепешки печь надо. Мы тоже жили, но хлеб-то в духовке пекли, а в тандыре не могли. Вот первые Пришлось дни учиться, да? ничего, могла, еще такие лепешки пекла. Свекор покойный тоже хвалил. О, вот эти лепешки не черствеют, даже неделю вот стоят, они не черствеют, такие пышные. Я Баракатные. баракалы все время хвалил свекор. И свекор золотой был, и свекровка. Будто Так другое время было, да? Вообще тоже, другие люди да. были Нет, с разными никогда вот ценностями. к ним в первую очередь приезжали, там вот посидим, поздороваемся, где свекровка всегда говорила, давай ты сама приготовь что-нибудь вкусное. Ну, она любила, плов любила, шавлю любила, так. Быстро-быстро на это готовили, муж чай заварит, я, а там сноха тоже была, она так себе ходила. Так какой должна Всё. быть женщина, мамуль? Ушли от темы. Любящий, Любящая, конечно, любящий, тогда все да, будет нормально. любящий, Ну, смотря еще какой нормально, муж, да, да. попадется. Про мужа плохой не могу сказать, Золотой человек. хороший. А какие вот вы плюсы и минусы находили в своей супружеской жизни? Где, может быть, какие-то стычки, ожидания и реальность? Вы думали, что вот замужество вы выйдете замуж, будете жить по одному, а по итогу вы жили по совсем другим традициям, может быть, обычаям. Или, в принципе, вы Нет, знали, что вы выйдете обыч... замуж, будут так обычаи жить. я прекрасно знала, что так будет. Утром вставать надо, пораньше надо, двор подметать, где чего. Ну ничего. Ну, вы выросли плюс-минус в одном, да, селе, поселке. Да, да, мы тоже, Все знали, как что. двор у нас был тоже, подметали тоже вот. А потом после замужества двор как-то у нас, ну, я большинство, двор я мела до улицы прям. Все соседи аж знали, когда я приходила, о, Марзия пришла, да, улица блестит. У нас у всех такие планы были. У сестры, может, что-то другое делала. Я любила белить, сестренке, где стирать, где помогать по Все друг другу домашнему помогали. друг другу. А обиды? Никогда родители нам не предсказывали, вот ты это делай, то делай. Мы сами как-то знали свои обязанности и делали по порядку. Такой вот обиды не было на мужа, что вот почему ты мне не помогаешь по дому, или он Нет, помогал он всегда? помогал, он лучше меня убирался. Да, Надо же. он, да, как-то это не работал уже по по болезни. У него это группа была. Я пока с работы прихожу, он в комнате приберется. Палас зеленый, например, в зале стелился. Неделю зеленый, потом менял он, со спальни красный палас вытаскивал. Перестановку делала. Раньше стенки не было. Серванты были, полированные серванты были. Это в серванте сколько посуды-то там? Ого, было. Много было. Он всю посуду вытащит, все протрет,
в другой угол перенесет этот сервант. Обстановку он менял, любил вот. Вот такой был. Ой, Посуда, если нас 5 человек, значит, сушилки 5 тарелок должно, 5 ложки, 5 пелушек. Лишней посуды он не любил. Любил гостей встречать. Салаты сам резал всякими этими. вообще мужчина мечта. Розочки делал, свеклу это сырую брал, тоже как розочками делал. Огурцы тоже. Ну, салаты он сам любил вот, разукрашивать. Я говорю, ой, скушается же. Нет, пусть красиво будет. Какой совет вы могли бы дать себе в 20 лет, ну, плюс-минус как я, самой себе? Вот когда вам было 20 лет, вот, может, что-то вы хотели бы дать, какой-то совет себе? Какой-то, ну, все равно, когда встречаешься или встретила такого молодого, как-то надо головой думать, наверное, какой он. Какой он. Некоторые, бывает, конечно, с первого раза так это самое обещают это, да? Ну, вот вы Потом свои, общаетесь, всё, да, да, обговариваете свою но жизнь. и чё надо сказать еще? Лучше узнавать людей? Да. А щас, раньше же вот выходили, выдавали замуж, никто не ходил по этим, Узнавать к узнавать родственникам. родственника или к родителям, какая семья, чем они богатые, бедные. А сейчас вот ходят же, и то узнают, но и Не в устраивает, том да? числе еще не устраивает, да? Вроде бы нормальная семейка, нормальные родители, сын нормальный, говорит, дочка. Говорят же, анасын көріп қызын ал. Вот так. Посмотрев на маму, На вы должны маму. выбрать, да, себе жену. Да, Если мама да. нравится, то и жена вам понравится. Это такая пословица есть. В И он на Узбекистане. самом деле, ну, бывает, не знаю, или молодежь сейчас такая разбалованная, понятия не имею. Раньше, говорю же, не ходили, даже не узнавали. Кто вообще даже не видели родителей, и идешь, а сейчас все равно как-то знакомятся. Поселок маленький, да, друг друга все знают. Вот такая-сякая, ну, вроде бы с виду Ну, нормальная. сейчас, может, А такая потом, проблема, что вот когда повыдавали своих дочек, там, сыновей замуж и потом нет, пожалели. Сейчас все да, проверяют, у кого какие да, родители. если в какой-то семье, вот, например, дочку отдали, и дочка вернулась, и Развелась, это, да, то есть? развелась, и уже дома, если еще сестренка есть, или кто, брат есть, А, братишка, никто они не уже берет замуж. задумываются, ой, надо ли жениться, или надо это выходить замуж. То Вот, есть вот репутация это семьи, она уже вышло, да, испорчена. вот и это самое, Офигеть. вернулась. Вот такие Я бывают не знала об проблемы. этом. Вот, Вот вам такие. внутренние законы Мгм. Узбекистана, Да. семьи, конституция А так семьи. женила 2 сыновей, я не ходила, не узнавала, какие родители, какая семья. Слава богу, Ну, вот удачно 20 получилось. лет живут, никогда ни разводов, ни это самое, что поперек каждый раз. Вот и сноха Фируза моя, умничка, всегда это хорошо Такая мама. встречает. Всегда вот, когда приедет сын, иной раз промолчит, она нет, идем, когда прилетите, когда приедете, и вот не хочу иногда, да, вот не Вот так хочу, вот думаю, внуки и не нужны бабуле, думаю. да, там свои есть. Потом внуки тоже говорят, да, Не у вас хочу. свои, там в Узбекистане, мы что, а потом какая-то обида у меня становится. Хоть и в этом году они приезжали вот летом, повидались, все хорошо было. И вот сколько прошло-то? Полгода прошло. И то им Полгода кажется, бабуля вернулась. бабулю соскучились, бабуля долго не была. Вы что? А у меня сестры говорят, ой, тебе один только сигнал, и все, улетаешь. Ну, так и надо жить. Сама иногда я говорю, нет, не поеду, нет, а у самой уже заморачивается в голове, крутится, думаю, вот это сделаю, вот это вот так, наверное. А в этом году вообще не хотела на Новый год, а потом что-то подумал, думаю, нет. Думала, вот это Фирузы на юбилей прилечу,
числах 20 января. Ну, мы не А, дотерпели, не сказали, дот- зачем давай, Новый давай. год вместе с Ну, я ней. Но вы не пожалели, что вы, допустим, 4 детей родили? Вот в Нет. наших реалиях это, ну, очень много, как их М. воспитать, как их 4 это для обеспечить. меня вроде бы Баловать. раньше много казалось, а потом вот когда муж умер, и все, думаю, еще надо было 2 родить. Вот. От Да, хороших мужей еще, надо рожать да, побольше детей. надо было. А уже поздно, конечно. Уже все. Выросли внуки, слава богу, живут хорошо. Им хорошо, мне еще Ну, лучше. зато у вас внуков 10 сколько? внуков, одна Одна правнучка правнучка. есть, один другой красавчики, красавицы. Вот лучше Узбекистан. всего, конечно, да, это вот дни рождения все вместе справлять, вы Да. все вместе за столом Ой. собираетесь, там Я жареные люблю тоже, я яйцо сама тоже вот, справляли. россияне тоже уезжают, уехали, когда бывало день рождения их, каждому исправляла те года. То есть В мы этом находились тут, а бабушка в Узбекистане справляла нам день рождения. день рождения их не всегда. Звала гостей. Соседи удивляются. Их же дома это нет. В школе последний звонок бывает, я в школу иду, стою, рыдаю. Мои как будто вот в России тоже у них последний звонок, тоже школу окончили. Это школа кончается, тоже чай пить сделаю, который в Узбекистане. Внучки, Соседей, их зову. И подруг, вот. подружек. Мгм. Это, короче, весело. Летом весело мне. А зимой я, конечно, Ну, скучаю лучше всего и приезжать. говорю, я одна, я одна. Хоть и у меня в Ангрене тоже трое. 3 детей, один тут в Трое, России, да. да, и тут вы Один бросили, это, и вот оказывается. я говорю, бросили меня, уехали. Они смеются. Вы нас бросили. Это не будем, да? Какой-то Да, дурацкий вопрос. не говори. День расписан поминутно. Бабулю вот так они эксплуатируют, моя внуча. Сама блогер. И меня иногда говорят, ты тоже блогер уже. Да, да. Бабуля просто не знает, какие у нее скрытые потенциалы. Вот. Надо просто втихую ставить камеру, как она разговаривает, конечно. Это вообще без запинок. Есть всегда что рассказать. Хи-ха-ха. Вот честно, вот ей нужно было стать блогером. В ответ я даю хороший ответ. Ну, может быть, иногда не то говорю. Ну, ничего, Ну, уже как на душе. в возрасте. Чтобы у меня вот здесь комок стоял, я должна вот так все высказать, вылиться. Вот. Кого из детей вы больше всего любите? Ну вот этот вопрос не надо. Вот честно. Вот. Я всех Ага. люблю, всех одинаково, No? всем. Но нет у меня. Я сейчас просто покажу бабулин телефон. Ладно, я не буду показывать. Вот, Наргиза любимая дочь, а Насиба самая любимая дочь. Она тоже у меня долгожданная. Вот 36 родили. 37 37? родила, да. Короче, вот Алишеру 80-й год, Ну, а 13 она лет. 91-й, через 11 лет. Один. Вот. Конечно, будет самая любимая, самая младшая. А так я их всех люблю, все они меня любят, уважают, ни разу не огорчали меня. И по сей день Алишер сам говорит, мы детям своим, он говорит, мы, апа, боимся. Не то, что боятся, уважают, да? Вот такие дела. Вам больше нравится жить в России или в Узбекистане? Ну, конечно, где я родилась, там больше времени проводила. Конечно, в Узбекистан. Узбекистане. В России бы не переехали бы жить Нет, с нами теперь вместе? нет. Если бы раньше бы, вот так, по молодости еще бы, По может, молодости это сколько? ну, 30 лет? лет, 40? лет 30 было бы, можно было. Ну, если мне 30, то тогда что? Ну, 50. Нет, и 50 уже поздно было. Ну, как я их там брошу детей? Если Ничего, бы так бы он ездили один бы. был бы, тогда можно было. Вот теперь старенькая, 70 лет, конечно. Все равно я переживаю, вот как быть. А А заловки? заловки, Заловки у меня змеиные головки. нет. Ну, хоть и так говорят, заловки, змеиные головки. Вот уже В вашем случае как было? ихнего брата уже 22 года нет, они со мной в хороших отношениях. То есть как Они, подружки, да? они меня уважают.
Я Сколько им, их их вот человек? 4. 4 заловки. 4 заловки. Двое уже умерли. И вот одна, которая со мной сильно это хорошо общалась, вот ее Благодаря мне вам. не хватает, да. А остальные нормально. Никогда вот тоже не ругались, не это самое, всегда в Помогали, наоборот, да? хороших отношениях, да. Поддерживали связь. Поддерживаем, да. Классно, вот такими и Когда надо. день рождения, открыточки я В высылаю, вот и WhatsApp. я и здесь, когда в России разговариваем, WhatsApp, открытки с праздником поздравляю, нормальные. Так что мы с заловками Не змеиные хороших, да, головки, не змеиные, ангельские да, головки. хорошие заловки. Еще такой вот вопрос. По какому принципу вы выбирали себе невесток или же там своей дочки, мужа? Мгм. По каким принципам вы отбирали, критериям? Как вот, например, старший, я работала в детском саду, а это вот, которая, ну, невестка, она в садике была, ей 5 лет, наверное, было. Подготовительную группу ходила. И вот они на прогулку выходили, я специально выходил. Я-то не знала, что она будет моей снохой, да? Ну, просто такая пышечка была, пухленькая, маленькая такая. Ну, 5 или 6 было, не знаю. Вот. И на прогулку выходили, я на кухне работала. И вот как ихняя группа выходит, я выхожу и ее за щечки. А так хватала, ага, пообнимала. И вот, да, обнималась сын. Женился? Смотрю, это начал это гулять, это приводить, а я на нее смотрю, думаю, вроде бы ты в наш садик ходила, а потом как-то что-то было и вспомнили, да, в садике. Ну и она иногда смеется. Вы сами же выбрали меня. Ну, тоже вот живут 22 года. Сын есть у них Шикарно. тоже. Ничего, они сами, я им тоже говорю, сами выбрали, сами вот Сами и живите. ешьте свою кашу. Младший тоже сам Выбрал сразу по же, да? соседству. Ходил Засватали? он к братишке, ну, подглядывал, наверное, повидал, что девка нормальная, родители. Ну, он такой у меня потешный, правда. Праздники, Новый год бывало, Деда Мороза костюм одевал, ходил. Еще, Это отдельная история, да, как он еще пришел к маме встречался, ага. в Там костюме думали, Деда Мороза Там думали, о, Дедушка Мороз пьяный, наверное, пришел. Все спрятались. Он напугались. давай. Ну, сейчас Родственники мамы. теща же сейчас теперь. Тещу вокруг стола танцевали или что-то. И без никаких этих пошел. И они Это так первая встреча была, первое знакомство. хорошо встретили. Ничего такого не было. Но потом март месяц, я думаю, ну, надо, ну, у нас траур был, правда, в декабре, ну, он привел, мы с дочкой дома были, ну, он говорит, мам, можно я приведу девушку? Ну, приводи, ну, немножко посидели, это. Нет, а И мне интересно, кто предложил засватать? То есть папа сказал, мы хотим засватать, или вы сами сказали, что давай, все, уже жениться пора, нет, давай ну, засватаем? я говорю, если хочешь, давай, ну, Вы предложили. сходите тогда. Ну, думаю, ну, сходили, еще моя мама жива была, вот. День, праздник 8 8 марта, марта. пошли, такой день еще, да, пришли, ну, ее родители тоже обрадовались, там еще какая-то тетя была ее, да, говорит, и вот так я начал, говорит, вот сын встречается, это, ну, и вот сваха моя Смахнулся. говорит, ой, мы таким и людям дадим, конечно, дочу, ну, и никто не расспрашивал, какая семья, чем занимаетесь, что делаете. Ну, они и Ну вот, соседями были, извините меня, там соседи. сколько, 2 дома, Ну, и они уже в в один одной школе прекрасный день учились. еще же бабуля твоя же, он позвал же она медик, капельницу делала же дедушкам, Да, бабушкам, дедушке. да, капельницу Вот ходила, там делала и вот дедушке. так познакомились поближе уж. Вот Пришлось. такие. Ну, слава богу, живут хорошо. Вот у Альшера 4 детей, одна дочка, лапочка, и Так и 3 записано, сыновей. самая любимая дочка, даже конкурировать не пришлось ни с кем.
На судьбу я не обижаюсь, прожила хорошо. Ну, И еще в всех нас дальнейшем, переживете, я так говорю. и сейчас детям хорошо, мне лучше, лишь бы дети живы-здоровы были, внуки, чтобы учились на отлично, там поступили в вузы. И желаю всем такого Хорошей жизни, хорошей жизни, хорошего мужа, счастливой. хороших Да, заловок, хорошей. свекровок. Молодым, правда, надо задумываться, в какую семью идешь, как будет. Торопиться не надо. Да. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что бы вы хотели Да. еще нового увидеть, как вам интервью с бабушкой. Вот, уже чуть-чуть поближе Да. узнали, да, меня, кто мы вообще по национальности. Мы, Аралаш-куралаш, как говорит да, уже бабуля всегда. аралаш-куралаш получился. Ну ничего, Поэтому всё равно. увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока, бабуль. Пожалуйста. Пока-пока. Пока-пока. Где не так сказано, извините, конечно. Сори. Извините, какая я есть. Я с Узбекистана вот приехала. Оля. Узбечка. Не может. Мантылип.